Добрый вечер, дамы и господа. Мы продолжаем серию стримов, посвященных теории гравитации. Как вы знаете, на сегодняшний день э, теорией гравитации правильно считается общая теория относительности Эйнштейна, и которой есть большое количество вопросов. Один из самых главных вопросов состоит, почему эта теория оказалась в практическом отношении абсолютно бесплодной. А произошло это, как вы понимаете, уже достаточно давно, это безобразие, потому что общая теория относительности была впервые в предварительной форме сформулирована Эйнштейном в 1915 году. И, соответственно, сейчас прошло уже век с 10 годами, то есть 110 лет, а практических приложений этой теории как нет, так и не было. Вот это такие. Так вот, мы пытаемся разобраться, что с этой теорией не так. Потому что еще несколько лет назад статья об общей теории Википедии, не знаю как сейчас, начиналась со слов, что это самая успешная теория в истории физики. Я хочу сказать, что это совершенно не так. Мы сегодня постараемся показать, что, вообще говоря, все объяснения, без исключения, и вот всевозможные успехи общей теории относительности, которые ей приписываются, это отклонение света гравитационным телом, смещение перигория Меркурия и прочее, оно на самом деле не является ее удачами и достижениями, вообще говоря. То есть там есть некий врожденный такой вывих, врожденный порог, который позволяет при внимательном рассмотрении быстро определить, что эти так называемые удачи, успехи общей теории относительности на самом деле являются ее недостатками. Это достаточно сильный тезис, и вот мы с этим сильным тезисом отправляемся сегодня в путешествие и будем пытаться разобраться, что и как в этой теории происходит столь некрасиво, да. Вот, сейчас, минутку. Вот, давайте я переключусь, и мы поговорим о сути общей теории относительности, что это такое, значит, соответственным образом. О, вот у меня вроде все переключилось, да? Переключилось. Угу. Так, вот она, наша теория. Значит, вообще говоря, у нас есть вот так называемый метрический тензор, который является в общей теории относительности и источником всех проблем и всех достижений. Откуда он взялся? Что такое вообще общая теория относительности? Откуда она взялась? В ней представляется, что между двумя точками луч света или какое-нибудь пробное тело движется, как правило, по геодезическим. В некой пустоте, если ты возьмешь в абсолютной пустоте, если возьмешь две точки, соединишь эти точки А и Б прямой, то у нас движение будет происходить по геодезическим. Что такое геодезическое? Ну вот, например, в трехмерном пространстве, в пустоте, в вакууме это прямая. Или в какой-то другой, значит, ситуации, например, если мы живем на поверхности сферы, то она будет обладать какой-то сложной формой. И в идеале это дуга. Если на этой сфере растут горы, долины, впадины и все прочее, это геодезическое будет принимать какой-то другой характер. Тем не менее, легко понять на самом деле, что в различного рода многообразиях, а такие сложные фигуры, да, называют их многообразиями обычно, то в них геодезические разные. И вот стал вопрос, вообще говоря, геодезические, они вообще говоря, в нашем пространстве вот эти самые геодезические прямые или нет? Ну, раньше считалось, что прямые, но когда появилась специальная теория относительности, с этим начали создаваться определенного рода вопросы. Выяснилось, что в специальной теории относительности существует в специальном пространстве, которое не является евклидом, а которое является четырехмерным евклидовым пространством времени. Как это описывается? У него есть некое свой постоянное, которое всегда сохраняется. Ну вот, для примера, в нашем трехмерном пространстве длина вектора – это то, что должно сохраняться. То есть, как мы не вращаем систему отсчета, в ней вот эта система, в ней всегда длина вектора сохраняется. В специальной теории относительности такая же длина есть, но она, вообще говоря,
дополнительная четвертая координата, скорость света, умноженная на время, берется с единицей на минус единицу. Соответствующим образом скалярное произведение, которое вы видите на экране и которое выделено зеленым цветом, оно на самом деле, оказывается, у нас носит вот такой характер специфический. Притом я обращу ваше внимание, что в зависимости от раздела физики бывают перед координатами минусы, бывают перед временной компонентой минусы. Тем не менее мы видим вот так, что из интервала скалярное произведение задается следующим образом. Представим себе, что это скалярное произведение можно задать, используя матричные обозначения. Тогда появляется некий тензор, который обозначен здесь буквой G, зависящий от двух индексов и k, где и строчки, k столбцы, равны этому самому делу с поднятыми и опущенными строчками, совершенно вот так, каким-то образом, ковариантным вектором. И вот который выглядит в такой форме, что что все происходит у нас только на диагонали, вообще говоря, везде нули, а только на диагонали, там где есть временная компонента, там единица, а там где есть координатные, там минус единицы. Соответствующим образом скалярное произведение, вот это, то есть умножение вектора А с нижним значком, то, что вы можете видеть внизу, вы можете задать при помощи вот подобного рода вот этого значит, метрического тензора, значит, первоначального, вот этого изначального. Вот он есть, этот самый значит, тензор, и он используется в такой форме. Вот в общей теории относительности, это мы видели, как у нас происходит в плоском пространстве, имеющую так называемую, значит, метрику, да, метрику имеющую, псевдоевклидову. Вот псевдоевклидову, потому что, значит, что суммы квадратов нет, а есть разность, да, есть разность, поэтому она псевдо. То есть одна как бы вот в верхнем этом штуке, которая с мнимой единицей стоит, она псевдо величина, можно сказать, а остальные обычно нормальные, x, y и z. Но вспомним опять Галилеево пространство, в ней время и координаты различены абсолютно. А x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат – это трехмерная теорема Пифагора. То есть у нас длина сохраняется на основании трехмерной теоремы Пифагора, вообще говоря, а время идет отдельно. В специальной теории относительности они между собой связаны. То есть вот такая эта штука, у нас есть метрический тензор. Но представим себе некоторую другую ситуацию, общей теории относительности. Тогда считается, что пространство кривое. Это означает, что скалярное произведение задается уже вот таким сложным агрегатом. То есть у нас есть некий метрический тензор, да, который является неким пространством, неким объектом из 16 координат, то есть 4 на 4. И в каждом месте из него вот где-то есть же эти самые вещи. Они, вообще говоря, между собой, они разные. Вот они разные. То есть мы заменяем тем самым плоское, но псевдоевклидово пространство, заменяем на пространство Римана. Соответственным образом, в чем как бы достижение Эйнштейна, он написал некоторые уравнения, которые мы видим здесь ниже. Вот эти самые уравнения, которые мы можем наблюдать. И в этих уравнениях у нас возникает подобного рода вещь странная, что есть вот эти Р, это так называемые тензоры Ричи. Они тоже все созданы из метрического тензора путем сложных преобразований со символами Кристофеля и частными производными. В общем-то, умножается опять на этот самый метрический тензор, и соответствующим образом сюда добавляется вот этот член с лямбда, который отвечает ныне за темную энергию, за отрицательное давление в пространстве, которого изначально не было, потом, чтобы добиться стационарности Вселенной, Эйнштейн его ввел, потом его отменили, недавно он заново появился. А справа, значит, у нас находится, вообще говоря, другой тензор, который отвечает за распределение энергии импульса в пустоте, ну вообще полным, за исключением того, что в нее не ходит почему-то энергия импульса гравитационного поля. В 1915 году входил, а потом он его оттуда, Эйнштейн, убрал. И вот сейчас мы, люди обычно, кто занимается физикой, этим не задумываются, но иногда вот такая штука бывает. Вот такого рода уравнения являются главными уравнениями общей теории относительности. То есть опять, как это выглядит. У нас главный герой метрический тензор,
у нас есть, допустим, распределение вещества во Вселенной, соответственно, мы знаем энергию импульса, туда летит направо с такой-то скоростью, туда-то налево, там есть какие-то поля, только не гравитационные, электромагнитные. Они порождают у нас выгнутость, как бы испорченность пространства, тем, что все вот эти 16 компонентов, вообще говоря, в общем случае, бывают, что отлично от нуля. Вот такие вот вещи. Вот, и он связан вот с этим метрическим тензором очень сложной формой. И задача состоит в том, чтобы по известному распределению материи попытаться найти вот этот самый метрический тензор, где уже потом становится ясно, как у тебя движется, например, луч света. Луч света мы знаем, что движется по геодезическим. То есть вот в такой 16-компонентной кривой он движется, в таком тензоре 16-компонентном, он движется соответствующим образом хоть как-то связано. Вот такова, значит, это представление о кривизне. О кривизне. Что здесь еще можно сказать из таких вот вещей, да? Из таких вещей, что можно сказать? Вот так она как бы выглядит, вот эта общая теория относительности. Это было восхитительно в свое время, потому что удалось получить материальное обоснование пространства как-то, но привело к большому количеству проблем, которых мы сегодня будем обсуждать. Вот так эта ситуация выглядит. В чем состоят эти главные проблемы? Ну, например, оказывается, если пространство кривое, то оно не удовлетворяет принципу теоремы Ньотера. Напомню, в чем состоит такая теорема Ньотера? Она говорит, что в мире есть некоторые, она, кстати, была сформулирована позже появления специальной общей теории относительности, есть некие фундаментальные симметрии, и наличие этих фундаментальных симметрий приводит к законам сохранения. Ну, в частности, все наши физические явления не должны зависеть от того, где у нас находится точка системы отсчета для времени. Где у нас нулевая точка, где у нас нулевое время. Это рождение Иисуса Христа, сотворение мира, полдень вчера или, например, значит, понедельник через тысячелетие. Совершенно неважно. Вся физика будет одна и та же. Также будет двигаться Юпитер вокруг Солнца. Вот ничего не изменится по большому счету. От какой системы отсчета мы не будем считать. Если у нас через 1000 лет у нас система отсчета только начинается, то у нас все время отрицательная, допустим, и так далее, и так далее. И вот от всех этих трансляций начала системы отсчета у нас физика не должна зависеть. Это приводит к фундаментальному закону, притом фундаментальнейшему, который называется закон сохранения энергии. Вот такой странный закон, который есть. Есть у нас и другие трансляции, например, если мы будем двигать координаты. Точно так же систему отсчета мы можем двигать и по x, по y, по z, на любое расстояние. На 1000 километров, на 1 000 000 километров, на 1 миллиметр и так далее, и так далее. Опять-таки от того, что мы меняем систему отсчета в пространстве, ничего не зависит. Это приводит к закону сохранения импульса. И кроме того, мы можем эту систему отсчета еще поворачивать. Направо, налево, вглубь, вперед и так далее, и так далее. От этого опять такое не зависит. Таким образом, мы видим, что у нас есть 7 систем симметрий фундаментальных, и соответственно, мы имеем 7 законов сохранения, которые связаны с вращением, это закон сохранения момента импульса. Вот он. То есть у нас есть энергия, у нас есть импульс, у нас есть момент импульса. Легко понять, что в кривом пространстве все это не выполняется. У нас физика существенным образом зависит от того, в какой точке ты находишься. Потому что вот этот самый метрический тензор, он же не постоянен во всем пространстве времени. Он в каждой точке, вот эти самые G, его компоненты могут иметь, вообще говоря, различное положение. Ну, различную величину. В связи с этим, и это, в общем-то, это можно показать, что в нем не соблюдается ни один из законов сохранения. Как так получилось, что физики приняли в качестве теории тяготения столь большую нелепицу, то есть некоторую фундаментальную теорию, в которых наверное, преданные, служившие им всегда верой и правдой законы сохранения, энергии, импульса, момента импульса, вдруг не выполняются. Это большая загадка. Тем не менее, это вот так. Таким образом у нас получается. И это первый вопрос, который есть. Но я попытаюсь рассказать на самом деле о другом затруднении
Это другое затруднение связано с тем, что там не выполняется принцип соответствия. В чем он состоит, этот принцип соответствия? Давайте я опять на что-нибудь другое перевернусь. У меня тут картинка есть. Вот, в чем вот левая картинка, не нижняя, до нижней, может, мы сегодня еще и не дойдем. Значит, левая картинка, она состоит в следующем, что представьте себе, у нас есть большое количество окружностей или эллипсов, которые, вообще говоря, касаются некоторой прямой. То есть вот эта наша прямая, это ньютоновская теория гравитации, простая, элегантная, в отдельных случаях доказавшая удивительную свою точность и применимость, вообще говоря. Вот она, ньютоновская теория гравитации. А у нас есть, вообще говоря, различные круги, вот эти окружности, эллипсы, вот всякое прочее. И у них есть один единственный параметр, допустим, радиус. Ну, для эллипса их два на самом деле. Но если мы их, то есть единицу на радиус устремим к нулю, да, единицу на радиус, такую величину, то они, вот эти все окружности, разомкнутся и превратятся в эту самую прямую. Это очень важно, что когда у тебя есть некоторая сложная теория, по каким-то причинам, она должна соответствовать своему старому миру. То есть квантовая механика, по крайней мере, есть такая надежда, при устремлении постоянной планка к нулю, соответственно, она переходит в классическую механику. Есть большое ощущение, что, уверенность даже большая, что если возьмем специальную теорию относительности и устремим, соответственно, c к бесконечности, то есть 1 на c к бесконечности, то у нас выполнится опять принцип соответствия, и она перейдет в обычную ньютоновскую галилеевскую теорию. Так вот, выполняется ли вот такого рода история в общей теории относительности? Ответ – нет, она не выполняется. И в этом и будет состоять пафос нашего сегодняшнего исследования. Да? То есть по каким-то причинам выясняется, что на самом деле вопрос такой не выполняется. Вот это принцип соответствия. Обращу ваше внимание, вот, например, Горькавый там ужасался этим теориям квантовой гравитации, некоторые, которые подразумевают 10 в 500 степени миров, всякую остальную чушь. Но я хочу сказать, что общая теория относительности не лучше. Вот эти уравнения, которые я вам показывал, общей теории относительности, они в подавляющем большинстве случаев дают не однозначное решение, а дают целый комплекс решений. То есть, вообще говоря, бесконечное количество решений у них является. Вот это бесконечное количество решений, которые мы их на самом деле видим. Это очень интересно. Как это можно объяснить? В физике здесь говорят об атласе и картах из определенного рода атласов. То есть представьте себе, что у нас какая-то теория, которая у нас описывает всевозможные сферические миры. Но всякий раз, когда мы в ней что-то получаем, мы должны понять, в каком из сферических миров мы находимся. Где мы? На Земле, на Юпитере, на Марсе или где-нибудь еще. Понятно, что каждый из них описывается картами. Да? Карта – это некий такой плоский кусочек, куда вот эта сферическая поверхность, она сделана. И всякий раз, когда ты решаешь уравнение общей теории относительности, ты должен нам сказать, на самом деле, практически всегда, на какой из планет ты находишься. То есть ты решаешь, а у тебя какие-то странные результаты получаются. А потом, ты понимаешь, боже мой, так мы же на Меркурии, а не на Земле. Или где-то вот еще. То есть, опять-таки, у нас вот планета, она задает тем самым у нас так называемый атлас, потому что она действительно атлас. Атлас карт. И вот там есть определенного рода карты. Безусловно, в общей теории относительности миры не сферические. Они обладают чрезвычайно сложной формой. Но их фундаментальная проблема, очень часто она бывает в том, что сколько бы миров эти них взяли, вот они вот так в точку, то есть вот в эту прямую, в ньютоновскую, они не раскрываются. Не раскрываются. И это очень удивительно, потому что поколение физиков делает одну и ту же самую ошибку. Эта ошибка, она называется линеаризация. Она состоит в следующем, что представим себе, что у нас пространство плоское, пространство времени Минковского. Мы это плоское пространство следующим образом попытаемся перетянуть, сделать плоским, а к нему найти какие-то элементарные поправки. И вот вся более-менее успешная физика, она основана на этой самой линеаризации. Ничего такого подобного быть не может там, вот в линеаризации вот этой вещи. Вот она, линеаризация наша. То есть мы ищем
какие-то отклонения, то есть в первом порядке отклонения от ньютоновской механики на основании общей теории относительности. Но так вот, на самом деле выполнить вот эту линеаризацию невозможно. То есть миры, в которых живет общая теория относительности, при устремлении нет такого параметра, при устремлении к которым бы они в подавляющем большинстве случаев, за исключением нескольких, приводили бы, давали бы нам подобного рода результат, соответствующий плоской геометрии Минковского. Я предлагаю посмотреть на этот вопрос очень необычным способом. Сейчас. И посмотрю через так называемое тождество инертационных и гравитационных масс. Давайте пару слов скажем, что это такое. Вы знаете, что Иммануила Канта волновал вопрос о том, что о непостижимом. Он этому удивлялся, этому, значит, звездному небу над головой, моральному закону внутри Иммануила Канта. На мой взгляд, самая непостижимая вещь – это принцип эквивалентности гравитационной и инертной массы. Инертная масса – это некая реакция на силу. Мы ее знаем. Это сила равна масса на ускорение. Если у тебя масса очень большая, то у тебя на одну и ту же силу различные объекты, более тяжелые, реагируют гораздо слабее, чем, например, более легкие. Вот такого рода история. Это мера инертности. А гравитационная масса – это некоторый заряд, гравитационный заряд. То есть выражает из себя интенсивность гравитационного взаимодействия. Заметим, что, например, для кулоновского взаимодействия, то есть для электромагнитного, у них там есть свой заряд. Вот этот заряд, просто электрический заряд, он совсем другой, он может быть даже отрицательным, чем вот эта самая инертная масса М. И вот для всех остальных теорий слабого взаимодействия и сильного он другой. По каким-то причинам гравитационная и, вообще говоря, гравитационная и инертный заряд между собой совпадают. Ставятся эксперименты их различить. Все эксперименты это абсолютно неудачные. То есть оказывается, что как точно мы не меряем, гравитационный заряд и инертный, то есть инертный и тяжелый, между собой совпадают. Это некое великое чудо. Я более великого чуда в мире не знаю, но вот оно такое есть. Вот оно, это великое чудо. И с ним мы попытаемся каким-то образом работать. Значит, на этом основании Эйнштейн сформулировал свой принцип эквивалентности. Он считает, что если мы находимся в каком-то замкнутом пространстве, то мы не можем отличить то, движемся ли мы в ускорением с пустоте или просто сидим в каком-то гравитационном поле. Например, мы можем двигаться во Вселенной с ускорением равным 1g, и мы никогда не отличим это от нашего пребывания на Земле. Это будет одно и то же. Это, разумеется, не так. То есть, если мы имеем неравномерно изменяющееся какое-то гравитационное поле, то мы запросто его различим например, от поля неравномерного ускорения. Ну как? Возьмем заряд. Если он у нас лежит с нами в комнате в гравитационном поле, просто на столе, на какой-то планете, то он не будет излучать. Если он находится, мы его будем дергать, ускорять и замедлять в замкнутом пространстве в пустоте, просто ускоряться и замедляться, то он излучать будет. Мы это все дело увидим и поймем, где мы находимся. Но, тем не менее, вот этот важный принцип. То есть, с самого начала у нас Эйнштейн строит свою теорию, исходя из этих вещей, что он будто бы может всегда заменить гравитацию инертными силами, а силы инерции гравитацией. Это показывает, что с самого начала заложен принцип тождественности гравитационной инертной массы. Но так ли это? Выполняется ли это на самом деле? Ну, давайте обратимся к этой работе. Это Анатолий Анатольевич Лагунов, ее написал. Лекции по теории относительности и гравитации. Но у вас на это дело тоже есть ссылка на предыдущее издание. А здесь это торжественное издание с предисловием Садовничева, ректора университета. Это классический МГУшный учебник. Это, вот он. Классический МГУшный учебник он считается. Ну, Лагунов у нас академик, член ЦК, бывший ректор Московского университета, руководитель, заведующий кафедрой физики высоких энергий на физфаке МГУ и руководитель лаборатории в Дубне. Там она сейчас называется его именем. Соответствующим образом. Ну вот, такая вот эта рода история.
Давайте обратимся к его штуке и посмотрим, что такое гравитационная, что такое инертная масса, и что с ними не так, значит. Что с ними не так. Давайте сейчас я ее выведу. Да, вот я ее вывожу на экран. Сейчас мы с ней поговорим. Хоть как-то. Давайте вот ее сделаем. Значит, смотрите, что здесь важно. Что здесь важно? Вот сам Эйнштейн определяет ее вот так. Вот. То есть он эту массу связывает с нулевой компонентой метрического тензора. Обратите внимание, как связывает его Толман. Вот опять эту массу он определяет опять через это G, это определитель, значит, этого метрического тензора, а R0 это нулевые компоненты. Опять метрического тензора. То есть гравитационная масса везде связана с компонентой 0,0. Это означает, что она относительно преобразований трехмерных вращений, сдвигов, всего прочего, трехмерных преобразований пространства ведет себя как скаляр. Она ни в коем случае не изменяется. Давайте посмотрим, каким образом у нас вводится, вообще говоря, метрическая эта масса, значит. Вот она, инертная масса. Инертная масса вот связана с таким соотношением. Здесь у нас появляется тензор альфа, вот это значок альфа. То есть это значок, который связан с координатами. И вот можно показать следующим образом, что определенная вот так масса, вот эта гравитационная, инертная, она у нас разная относительно общей группы преобразований трехмерного евклидового пространства. То есть в различных евклидовых пространствах, вообще говоря, вот в наших трехмерных, эта масса, к сожалению, имеет различного рода значения. То есть в физике, конечно, часто используют специальные пространства, то есть специальные координаты, специальные пространства, где ее можно считать за что-то тождественное, самотождественное, неподвижное. Но обычно это сделать ни в коем случае нельзя. Таким образом, мы видим следующую очень интересную вещь, что в зависимости от выбора значений, то есть от выбора координат, у нас разная инертная масса имеет разные значения. Это некий определенного рода скандал. Напомним, что у нас вращение преобразования обычных координат приводили к тому, что в обычной физике у нас были законы сохранения импульса и законы сохранения момента импульса. А здесь не так. Здесь не так. Здесь оказывается, что эта величина, инертная масса, в отличие от первой величины, гравитационной массы, изменяется, вообще говоря. К чему это приводит? Это приводит к тому, что она, поскольку она изменяется, вот эта самая картинка простого перехода к чему-то очень простому быть не может у нас на самом деле. Вот я хочу зафиксировать вот эту своеобразную позицию. Она состоит, что она у нас изменяется в зависимости от преобразований координат, чего быть не должно. Это означает в том числе, что ни в коем случае вот эти красивые мои окружности вот в эту прямую не растягиваются, то есть не выполняется принцип соответствия. То есть при уменьшении, то есть у нас вот это и Риманово пространство, оно никогда у нас не переходит в большем числе случаев, это можно показать на этом основании. Никогда не переходит в плоское пространство. Это приводит к следующему интересным эффектам, о которых я, наверное, говорить сегодня уже не успею. Но замечу, что здесь является важным, опять-таки, в этой вещи. Она приводит к тому, что у нас нет нигде вот этой самой линеаризации. То есть сам Эйнштейн, описание в Ландау-Лившице, много-много где еще делает следующим образом. То есть берется будто бы гравитационное поле слабое, изначально у нас должно быть поле пространства плоское, пространство Минковского. Это к этому плоскому пространству тем самым мы докручиваем еще какие-то слабые поправки. Так вот этого нету. То есть нету принципа соответствия. Нету вот этого плоского пространства времени Минковского, которому мы вычисляем погрешности всевозможные. Этого нету. Эффекты, сразу же скажу, разного порядка. Есть такой известный эффект, называется эффект Шапиро. Я хотел о нем говорить, но сегодня о нем не успел. Он состоит, что происходит запаздывание сигнала
если у нас на пути исследования электромагнитного сигнала оказывается какое-то гравитирующее тело. Вот оно оказывается. Вот там эффект первого порядка. Там можно с самого начала показать, что, например, использование метрики, а мы помним, что в теории относительности надо выбирать свой глобус, да? Свой глобус, может быть, не тот глобус у нас. Метрики Шварцшильда дает неправильные результаты. То есть некий прямой эксперимент, который, попытаясь использовать метрику Шварцшильда, дает неправильный результат. Ну и попытка решить эту задачу другими способами, она всякий раз приводит к различного рода этим проблемам большим. То есть результаты вычисления, они все время разные. Вот это. Почему эффект Шапиро так интересен? По той простой причине, что там вот эти несуразности, они носят характер первого порядка по сравнению с пространством Минковского. Если вы возьмете, например, другие интересные задачи, то вот, например, смещение перигелия Меркурия знаменитое, да, смещение, то там вот такие эффекты носят второго порядка. Поэтому на первоначальном уровне они были даже фактически незаметны. То есть сейчас можно говорить, что использование различных глобусов, то есть различных атласов карт, приводит, вообще говоря, к разным решениям. И более того, можно считать, что вся эта логика с линеаризацией, она является порочной и неправильной. Но тем не менее мы имеем то, что она есть. Ну вот давайте, время уже давно истекло, я сейчас переключусь обратно и постараемся подводить итоги нашего результата. У нее есть большое количество несуразностей всяких, о которых я буду говорить позже. Но на сегодняшний день, помимо проблем, связанных с отсутствием в общей теории относительности привычных нам законов сохранения энергии, импульса, момента импульса, мы получили некоторый другой результат. Мы выяснили, что в ней не выполняется принцип соответствия. То есть вся логика, на которой строились предыдущие и вроде бы успешные рассуждения о общей теории относительности, ее, конечно, успехи, они оказываются у нас неправильными. Невозможно вот эта самая система линеаризации, для которой на основании уравнений Эйнштейна выполняются поправки первого и второго порядка. Вот этот вопрос, он не рассуждается. Никогда Риманово пространство по-настоящему, оно в этот плоский пространство Минковского вот за исключением отдельных случаев, там, частных, никогда не раскатывается. Любой может проверить эту ситуацию, если возьмет, например, метрику, связанную, скажем, не 1, минус 1, минус 1, а, скажем, вырожденную метрику. 1, минус 1, минус 1, 0. Не раскатывается. Или 1, 1, минус 1, минус 1. Тоже не раскатывается. Никак не раскатаешь ты его в эту вещь. Это в большинстве случаев. Поэтому очень забавная штука, да, Эйнштейну удалось найти какие-то поправки. Вполне возможно, что вся его теория, она была не просто так, что там есть какое-то справедливое зерно. Но, тем не менее, мы вот сегодня остановимся на этом. Дальше мы пока двигаться не будем. Я хочу обратить на невыполнение в общей теории относительности принципа соответствия, который должен при очень маленькой гравитации приводить всю эту систему к ньютоновскому виду. Не приводит. Так, спасибо. Так, значит, давайте я постараюсь поотвечать на вопросы. Викусу спасибо за донат, да. Он здесь прошел, я его не видел. 27 минут назад, в самом начале был. Это я просто без наушников сижу, поэтому не слышу. Так, а что у нас здесь? А вот здесь у нас ничего. Ну, у нас вот с Викуса вот единственная эта вещь. Ну, вот так. Давайте, значит, я отвечаю на вопросы. Донаты, может, потом подойдут как-нибудь. Это вопрос, кстати, о фальсификации. То есть, возможно, есть какой-то эксперимент в рамках общей теории относительности, который может ее показать, что она не выполняется. Но вот такого признанного эксперимента нет. То есть, она не фальсифицируемая вроде бы. Но он, конечно, есть. То есть, это некая такая несуразность бешеная. Поэтому следует удивляться тому, что 110 лет подряд нет никаких практических приложений. Вот. Наконец-то что-то про физику, что-то стоящее. Здравствуйте, Игорь. Здравия, интересного стрима всем-всем. По традиции напоминаю о необходимости вашей поддержки. Не забывайте ставить обязательные лайки и по возможности проводить донаты на любую посильную, даже полностью символическую сумму. Да, спасибо.
Ссылки на реквизиты указаны в описании к данному видео. Огромная благодарность всем отзывчивым и щедрым сердцем. Почему в искривленном пространстве времени нарушается теорема Ньютона? Потому что оно кривое. Что если мы оттранслируем наши эти вещи там, из одного кривого участка в другой кривой участок, то у нас вся физика станет не переходящей сама в себя. Вот. Из-за кривости. Здесь пространство плоское, то есть ты куда и время, ты его можешь двигать куда угодно, а там вот время бывает вообще замкнутым даже. То есть ты можешь отправиться в прошлое и убить своего дедушку. Утверждается, будто скорость света постоянно в любой системе отсчета, но ее измерения движения не было. Подвижный источник это не то должен быть подвижный приемник. А то и скорость звука не зависит от источника. Ну, может быть, да. Не знаю, надо разбираться, честно говоря. Как искривленность пространства препятствует глобальным законам сохранения? Ну, вот так и препятствует. Там есть и прямые вычисления, которые показывают, что ни закон сохранения энергии, ни закон сохранения импульса, ни это не выполняется в общей теории относительности. К сожалению, так. Но когда США на Луну не летали, дальше Эйнштейн начинает мешать жить. Да, Эйнштейн давно ждет уже, мешает жить. Мы практически все его работы разобрали уже. Вот все основные. И везде что-то не так. Мы помним, мы долго с этим возились, с теорией фотоэффекта возились, еще с чем-то. Вот. Вы когда-нибудь рассматривали различные восприятия между законами государства и законами физики? Ну, всерьез нет. Но считается, что категории Аристотеля это некоторые конструкции, которые возникли при дознавании. То есть, когда спрашивали, а когда ты его убил, а где ты его убил, и еще что-то там такое. Вот эти категории аристотелевские. Вот. Как-то связаны между собой. Как плоское пространство Минковского останавливает действие теоремы Ньютона? Потому что оно плоское. Поэтому раз оно плоское, значит ты можешь двигать систему отсчета туда-сюда, вправо, влево. Очень удобно. У тебя получается замечательное пространство со всеми законами, которые должны быть, они тебе выполняются. Не означает ли нарушение теоремы Ньютона, что это не является фундаментальной теорией поля? Но, как вы знаете, оно вообще не является теорией поля. Гравитационное поле у нас как бы не поле. Это нечто совсем другое. Это искривление пространства и времени. Ну, я здесь много о чем могу сказать. Теплого просто недосуг. Какой из этих кругов описывает истинную физическую реальность? Непонятно. Наверное, тот, который ближе к кругу. Ближе к кругу. Как можно константу стремлять к нулю? Это сильнее, чем деление на ноль. Ну вот принцип соответствия, что у тебя была классическая механика, она была такая хорошая, совершенная. Люди там ходили и мерили сумму углов треугольников в районе Монблана и находили, что она равна 180 градусам. А потом начали придумать к ней всевозможного извращения. То есть выяснилось, что при сверхбольших скоростях она не совсем справедлива, ньютоновская. Появилась специальная теория относительности. И при микро-микро-микромире тоже не совсем справедливо. Появилась квантовая механика. Но считалось, что они должны переходить вот в нашу правильную ньютоновскую теорию. Это и есть принцип соответствия. Они переходят, в общем-то, по большому счету. Вот. Только вот это не переходит ОТА, если подумать. Может ли физическая теория зависеть от произвольного выбора координат? Наверное, нет. Но пока так мы думаем. Ну, вот так считается. А кто знает, может действительно у мира есть начало. Есть выделенная система отсчета какая-то. Тогда она будет зависеть от системы координат. То есть есть некое фундаментальное же событие, есть оно какое-то вот. Большой взрыв, например. Поэтому вроде бы как и... Ну, в нашем-то мире у нас трансляции там на год, на 2, на секунду, на вторую секунду, они могут быть существовать.
А на 15 миллиардов лет вроде бы как и не могут, получается. Но мы в неком идеале полагаем, что могут, что наше пространство вот такое. Пространство-время такое. Конечно, бесконечное число решений. Уравнение Гильберта Эйнштейна. Это 10 уравнений, 20 неизвестных. Система недоопределена. Ну да, бесконечная. Как-то мне все эти дурные бесконечности, желание весь мир свести к одной формуле одновременно напоминает большевистское желание все взять и поделить, и стремление старухи стать владычицей морской. Ну, может быть, и напоминает. Но это не вера в некую фундаментальную простоту такую, да. Никто это не мог себе представить, когда простая формула гравитации Ньютона начала так эффективно описывать и мир. А простые формулы механики привели к промышленной революции. Если пространство действительно искривлено, то почему вы нужно его выпрямлять? А почему мы его должны выпрямлять? Не показывает ли необходимость линеаризации, что кривизна – это математический артефакт? Ну, наверное, нет. Нет. Ну вот если мы опять лагуновскую теорию возьмем, то в ней пространство плоское, но есть некоторые к нему поправки, которые его превращают как бы так в слегка Риманова. То есть это некоторое плоское пространство, где из-за гравитации по геодезические кривые, вот так, луч света движется криво. И то есть у нас возникает некое эффективное пространство Риманова, оно получается по своей структуре. Но изначально оно плоское. И этим решается большое количество проблем. Ну, в частности, проблема самой большой ошибки в истории науки. Она состоит в следующем, что если мы подключим квантовую к общей теории относительности квантовую механику, то мы увидим, что у нее есть некоторая энергия нулевых колебаний. То есть вакуум обладает некой энергией. Ее как бы очень мало, этой энергии у вакуума, но поскольку Вселенная большая, то общая масса всей этой энергии, она чудовищная. И таким образом у нас оказывается, что Вселенная очень кривая должна быть. И различие между наблюдаемым на практике и ее кривизной 120 порядков. Это очень много. Вот. А здесь такой проблемы не возникает. Ты ее, сколько ты не напрягайся, ты ее не согнешь обычными полями. Она всегда будет плоской. Ты можешь только изменить ее эффективный Риманов характер. То есть это эффективное Риманово пространство. Да и то при помощи только гравитации и ничего другого. Вот. Так что вот а там вот у Лагунова скорее это действительно не математический артефакт, кривизна. Гравитационное красное смещение открыли за 100 лет до Эйнштейна, а его даже обвиняли в плагиате, это в Википедии написано. Ну, да, конечно, открыли давно гравитационное Эйнштейн. Но что проблема гравитационного красного смещения? Ну, в чем состоит у нас? Просто когда мы видим очень большие красные смещения, мы пытаемся их объяснить. Их можно объяснять как гравитационное красное смещение. Но это оказывается, что это должен быть какой-то объект очень большой массы. С точки зрения общей теории относительности, это черная дыра. То есть у нее не должно быть, ну вот, это черная некоторая дыра, она вот ничем таким быть не может. Никакой тогда свет с ее поверхности вырваться тоже не может, она не излучает, у нее нет собственного вот этого гравитационного смещения какого-то красного такого большого. Нет у него. Вот это просто черная дыра. Ну какой у черной дыры может быть смещение? Вот такого рода история. Но она позволяет, а в общей теории а в теории Лагунова у вас объект никогда не превратится в черную дыру. Он будет коллапсировать, но не станет коллапсером, но никогда в черную дыру не превратится. Это означает, что его гравитационный колодец может быть сколь большой глубины. Вот сколь большой глубины он не может быть в общей теории относительности. Поэтому вынуждены говорить о космологической природе красного смещения. И вот тогда такие вот объекты, я про них многократно говорю, это квазары.
легко объясняются. Почему? Квазары — это очень тусклые объекты с очень большим красным смещением. Попытка пересчитать их согласно космологическому, то есть принципу расширения пространства, приводит к тому, что эти очень тусклые объекты оказываются где-то находящиеся очень далеко, и они там яркие-яркие. Их мощности обычно достигают там сотен, тысяч галактик, даже бывает. Целая галактика, представляете, а он там один светится. И эти квазары никто никогда не видел в пустоте где-то. Всегда видит на фоне какой-то галактики. Вот если мы представим себе, что никакого космологического красного смещения нет, а есть всего лишь гравитационное красное смещение, что в каких-то галактиках есть некие объекты, вот эти коллапсеры так называемые. Это обычная звездочка, но достаточно тяжелая, конечно, которая коллапсирует сильно, и в ее окрестности свет, который от нее идет, он обладает высоким красным смещением. И мы его раньше думали, что оно будет космологическое, а на самом деле оно чисто гравитационное. И проблема вот с этими квазарами и попыткам объяснить эти квазарные наблюдения доктора Веба, Джеймса Веба, они пропадают, их нету. Вот. Такие вот вещи. Вот. А это ничего, что по отклонениям лазерного луча сейчас меряют свойства плазмы в разных установках на десятках метров. Но плазменная атмосфера Солнца, оказывается, в отклонениях фотонов не участвует. Ну вот не участвует, да. Почему-то. Но я понимаю, в какую сторону вы говорите. Что это попытка объяснить, значит, эксперимент Эддингтона отклонением луча в Солнце через взаимодействие его с плазменной короной Солнца, да? Вот так. Здравствуйте, любители натурфилософии. Линеаризация, то есть упрощение до идеализации, для того, чтобы с чем-то сравнивать. Ищем фундамент в пространстве. По Эйнштейну в это фундамент не нужен. Не очень это понял. Но может и не нужен, действительно. Фундамент есть в законах Ньютона. Да, фундамент есть, да, в законах Ньютона, правда. Порой кажется, что эти размышления, упершись в тупик стены, избегание подобной прокрастинации, вместо бесконечного поиска бесконечного, нужно ставить более узкие задачи, ближе к практике. Это правда, да, да. Я поем и пойду и посплю. Великое чудо объясняется просто. Гравитационная масса пропорциональна инертной массе. Но подбором гравипостоянной можно добиться их равенства. Ну, сказать, что эквивалентность и пропорциональность, я подозреваю, что это одно и то же. То есть чудо пропорциональности — это ровно то же самое чудо, что их тождественность. Это система, просто выбираешь эту соответственную систему измерений. Можно выбрать какую-нибудь другую, и в ней гравитационная масса не будет тождественно инертной, а будет ей пропорциональна. Все равно чудо, потому что с электрическим зарядом этого не происходит. Они утилизируют собственное время, талант, средства на недостижимое идеальное. Но это правда, потому что все равно на что утилизировать свой талант и свое время. Пространство — это математическая умственная разметка среды. Если аксиоматическое пространство гнется, то надо показаться психиатру. Ну да, наверное. А если наоборот? Ваша категоричность указывает, что вы не знакомы с разницей скоростей звука в среде и скорости света. С разницей. Вы, не обнаружив среду для света, пытаетесь утверждать, что она есть. Но ее нет, да, наверное. Алекс Делян. Теперь надо объяснить, что такое гравитационное постоянное, какой физический смысл, чем ее сущность. Угу. А ее нет. Все эксперименты показывают, что Эйнштейн прав. Ну хорошо. В чем проблема асимптотических галилеевых координат? А в чем проблема асимптотических галилеевых координат? В чем здесь? Я не понимаю вопроса. Асимптотически. Это с каких пор плазменная огромнейшая атмосфера Солнца перестала быть материальной средой? Ну, со времен Эддингтона, разумеется. Если пространство действительно искривлено, то как можно говорить о плоском пределе?
Вот, нельзя, я и говорю. Поэтому линеаризация не выполняется. И, ого, в чате верующие церкви свидетелей Эйнштейна. Ну, все верующие, подавляющее большинство физиков, теоретиков, например, и вообще физиков, они верующие в это дело. Не показывает ли это, что концепция искривленного пространства и времени математически несостоятельна? Но я считаю, что да, что, к сожалению, он не прав. Эйнштейн. Ну, это легко так сказать, там сидишь там, какое-то мелкое чмо там и говоришь, Эйнштейн не прав, да? Ну, вы сами понимаете, как это смотрится. Тут надо психиатра вызывать, как сказали выше. Не является ли доказательством правоты РТГ с его плоским пространством Минковского? Ну, не знаю. Точно не является доказательством его правоты. Просто очень интересна судьба РТГ, да, релятивистской теории гравитации. Я повторяю, что она игнорируется всеми. Ну, у нас какое-то было шебуршание определенного рода. И люди, в общем-то, все уже поумирали, по большому счету. Там вся эта группа Лагунова, они люди пожилые очень, они в большей части поумирали. Я не знаю, остался кто-то живой или нет. И вместе с ним вот это направление этими книжками, оно сойдет на нет. На Западе оно не вызвало никакого интереса. А там это, знаете, как... Читал я там этого Джека Брауна, ну и гадость ваш Фоменко, да. Вот в таком духе каком-то. Никакого интереса оно не вызвало, ничего не произошло. Как-то так. Вот. Оно исчезнет в никуда, уйдет. Спасибо ДК за донат. Вот. Все уйдет в никуда. К сожалению. Там же много интересных вещей. Вот, например, можно вот так же, как я сегодня доказывал, что линеаризация неверна, можно показать, например, из других соображений, что в общей теории относительности невозможны гравитационные волны, например. Если частица двинулась в одну сторону, она никогда не вернется в прежнее место при движении обратно. К тому времени место изменилось. Реальность такова. Ну, типа невозможно в одну реку войти дважды, что ли? Горизонты событий как математические артефакты. Не являются ли черные дыры результатом неправильной математики? Ну, конечно, являются. Что же они там, чем они еще могут являться? Мы себе доказали именно на опытах. А что мы себе доказали? Как может существовать поле без собственной энергии? Не нарушает ли это фундаментальные принципы физики? Ну, наверное, нарушает. Как-то сложно себе представить, как существует поле без собственной энергии. А гравитационное поле вот именно такое. Точнее, ну вот. У Бориса Сергеевича Бояршинова примерно полгода назад на канале было 2-3 стрима с пожилым физиком теоретиков. И у него там была достаточно конструктивная гипотеза отрицательной массы. И Борис Сергеевич, в общем, согласился. Ну, в физике твердого тела есть, да, отрицательная масса. Если скорость света зависит от координат, то что остается в принципе относительности? Но очень мало что остается. Но я пытаюсь показать, что в Эйнштейновском смысле он и не выполняется. Потому что в общем случае ты гравитационное движение и движение в поле силы инерции, они различимы между собой. Пуанкаре же говорил, что только равна мерно движущихся системах, что все равномерно движущиеся системы мы не можем отличить друг от друга. Вот и все, он говорил.
Вот это его принцип относительности. А здесь какой-то другой. Он неправильный. Он неправильный. Лабузов. Тын-тын-тын-тын. Если скорость света зависит от координат, то что, да, вот это я уже читал. В фильме «Интерстеллар» тоже на планетах время по-разному шло. Ну да, потому что это как бы попсня такая некая. Но он, наверное, идет по-разному, потому что гравитация все же есть, и она и в РТГ по-разному идет. И много где идет по-разному. Как квантовать геометрию? Не показывает ли невозможность этого ошибочность геометрического подхода? Ну, проблема, да. Поэтому и есть проблема, что мы не можем отквантовать общую теорию относительности. Один из выходов от нее отказаться. Постпозитивистская эпистемология отрицает принцип соответствия, считает его неверным. Да, не знал. Ну, наверное, так и должно быть, да. В этом. В кунианстве, по крайней мере, точно отрицается. Спасибо, что напомнили. Не являются ли темная материя и энергия следствием неправильной теории гравитации? Да, являются, конечно. Но в РТГ тоже появляется своя некая материя, которая в 40 раз больше, чем наблюдаемого вещества в ней. Они тоже там не обходятся без. Является, и это и есть попытка скрестить опыт закон Ньютона. Результаты и есть темные. Материя, энергия и черные причерные дыры. Кажется, что разница воспитания и законов государства распространяется на восприятие законов физики. Для протестантов закон государства столь же непоколебим, как и закон природы, жесток и бессердечен. Мы можем об этом поговорить, да, спасибо. Константу никуда нельзя устремлять, в математике нет таких операций, это еще в школе проходит. Ну почему? Можно, наверное. Человек – это сгусток энергии. И как мы знаем, энергия, как правило, во что-то преобразуется. Так вот вопрос, после смерти энергия во что-то другое переходит или на этом все? Ну это у кого как. У кого как. У кого-то все, у кого-то нет. Жесток и бессердечен как механизм, и поэтому в этом механизме можно таскать главную пружину, замочную скважину, через которую все работает. Наверное. И главного часовщика. Но постоянная планка есть, и она и есть результат постоянной скорости света во всех системах отчета. Да, думаете? Ну, не знаю. Справедливости ради, Горкавый в своем ЖЖ как раз пишет, что в электродинамике Отто заряд, движущийся по геодезической, не излучает. Ну, по геодезически-то он может и не излучает. Но в любом случае мы ускоренно движущуюся систему можем отличить. Неравномерно ускоряющуюся систему можем отличить от системы переменного гравитационного поля. Можем за счет заряда. Здесь нету геодезической. Здесь просто закон. Сидишь, никто не движется. Сидишь и излучаешь. А на наших просторах закон государства не в почете. В почете благодать и справедливость, которые ищут в законах физики. Может быть, может быть. Но благодать искать в законах физики. Ну а почему нет, да? У вас будут стримы по Геннадию Николаеву и его непротиворечивой теории электродинамики. Я, по-моему, когда-то пытался в ней разобраться, но не скажу, что глубоко. И мало чего понял, признаться. Вот так сходу. Если Отто несовместимо с квантовой механикой на фундаментальном уровне, то не ошибочна ли сама концепция геометризации? Ну, вот у Лагунова тоже геометризация. Надо смотреть, как здесь быть. Лагунов упрощает естество, запутывая формулами. Ну да, он исключительно хорошо владеет математическим аппаратом. Вот. И у него формул много. Лекция. Стивен Кроттерс о физике, математике Отто, о черных дырах. Вот, наверное, достаточно просто. Спасибо. Откуда такие утверждения? Тест у вас материи не является вообще категорией.
Денис Попов. Электродинамика фундаментальнее ньютоновских идеализированным законам. Лагунов не вышел из Ньютона идеализации. А Ньютон свои законы теории для развития до относительности. Творил для развития до относительности. Но он из теории поля вышел, из классического, конечно, Лагунов. Откуда он еще мог выйти? Ньютон просто не ввел массу Вселенной. Упростил или просто не знал о массе космоса. Если массу космоса и размерность учитывать, закон Ньютона переходит в квантовую механику. Сильно этого сомневаюсь. Как по мне, главное сейчас противоречие между черными дырами и теорией Большого Взрыва. Мне, как крайне далекому от физики, непонятно, почему вещество более плотнее, чем ЧД при Большом Взрыве, не схлопнулось тут же. Но считается, что там есть какие-то дополнительные поля, расталкивающие, инфлантонное поле какое-то, вот такие. И нам предлагается в это поверить. Ньютон сделал трамплин, идею, с чем сравнивать измерения, точку опоры искал. Ну да, может быть, трамплин он сделал, но он был исключительно успешный трамплин. Вот-то и не снилось успех Ньютона. Вновь всех приветствую, напоминаю о необходимости вашей поддержки. Спасибо. Вот, мне пришел тут донат, минимальный дон. Пришел в одном месте, вот, а в другом не пришел. Ну ничего. Идея вот такая же, как СТО. Есть эффект, который надо объяснить. Так давай подгоним изратную математику для этого, без какой-либо физической. Ну вот, как бы, наверное, все-таки с физической интуицией было, наверное, что-то. Что-то с физической интуицией было. Ну, даже, я бы сказал, философское у Эйнштейна. То есть это некий такой позитивизм тогдашней философии, возведенный в абсолют специальной теории относительности. Да, как-то так. Вот, наверное. Но авторитет его был настолько велик уже к тому времени, что все эту кривую теорию приняли на веру и до сих пор ей поклоняются. Гравитация и инерция действуют пропорционально количеству наклонов в теле. Поэтому и обе массы тела и пропорциональны друг другу. Тут нет никакого чуда. Ну, это ведь как одно через другое объяснить. Это ничего не объяснит через наклоны. А точки опоры нет в мысли не находится. РТГ – обычная путаница в формулах при попытке совместить электродинамику с законами Ньютона. Думаете, обычная? Ну, к ней есть, да, возражения. Почему неверна? Достаточно разобраться с принципами эквивалентности. Горбацевич. Гравитация и инерция. Рисунок 1 и объяснение. Да, наверное, если какое-то более простое объяснение, чем дал его я, наверняка должно работать. Мое чутье, пишет ДК. Пространство его метрика – это стохастическое свойство средней температуры по моргу. Ну вот кажется, что в действительности это более некая фундаментальная вещь, чем статистическое свойство. Кажется. Пространство работает по геометрии Лобачевского, и преобразования Лоренца верны. И нельзя ЭД скрещивать с законами Ньютона. Они для разных ситуаций, разных точностей. Может быть. Нельзя. Ну, трудно сказать. Но между собой они как бы конфликтуют. Конфликтуют между собой. Поэтому спрашивают, что из них не точно. Вот. Эйнштейн говорит, что не точна механика Ньютона. А Магнитский, например, говорит нам, что не точна электродинамика, что это линеаризация, просто-напросто, искусственная линеаризация некой более сложной системы. Это очень сильное утверждение Магнитского. И, наверное, верное. Англичане хихикают, когда слышат Black Hole, да? Ну, и мы тоже обсмеемся, Что заметить легче, гравитацию или искривление пространства? Я думаю, что гораздо проще заметить гравитацию. А искривление пространства как-то вот совсем не наблюдается до сих пор. Никак. А где мое сообщение?
Не знаю, может быть, что-то либо я пролистал, либо его на автомате удалило. Вот эта ютубовская система. Я не удалял. Я имел в виду, что заряд в падающем лифте не излучает. Да, наверное. Собственно, с точки зрения ОТО, падающий лифт и есть инерциальная система отсчета. Что это мне кажется странным. Ну да, в падающем где? В падающем в пустоте, без гравитации не излучает. Да. Ну, как-то так. Ну, вот здесь у нас это, всех приветствует. Hello каждому, говорит. Игорь, вопрос. При приближении к черной дыре и на горизонте событий, чему равен радиус, если пространство искривляется? Ну, трудно сказать. Я вообще не люблю вопросы о черной дыре, потому что о чем-то несуществующем. У меня к этому отрицание внутреннее. Кем доказано, что интервал равенства между st в квадрате и суммой квадратов координат константа? Ведь для вывода принято, что эта разность равна нулю. Нет, она для дифференциалов равна нулю. Если дифференциал строим в такой, то она равна нулю. А так она не равна нулю. Она равна нулю на световом конусе еще. Вот. Нулю она только в неискривленном пространстве. Но на световом конусе только. Когда константа ловко становится не константой, надо вызывать следователей и прокуроров, как проворачиваться мошенникам и бухгалтерам. Ну, может быть, может быть. А равно mc квадрат. Постоянно получается e равно m. Ну, e равно, да, m, да. В чем онтологическая разница между полем в пространстве и искривленным пространством? Ну, по-моему, во всем. То есть, вот поле это просто некоторая сила, которая действует на пробный заряд, например. Пространство плоское, но ты, если у тебя есть некий заряд специальный, например, электрический, ты его поместишь, и поле будет на него как-то влиять. А искривленное пространство это как бы некая пустота совсем. То есть я понимаю, о чем вы говорите, потому что сразу же после вот этой красивого эйнштейновского построения появились попытки объяснить и все остальные электровзаимодействия всевозможные искривлением пространства. И как они выполнялись, например. Как они выполнялись. То есть представляли себе, что есть еще дополнительные измерения пространства и времени, которые компактифицированы, ну, скорее всего, просто свернуты. Нечто такое маленькое. Такие вот они свернуты. И вот как раз искривление в этих свернутых маленьких пространствах и отвечает за всевозможного рода силы. То есть вот этот принцип геометризации так пошел дальше в жизнь. Почему гравитация так кардинально отличается от других фундаментальных взаимодействий? Ну, в первую очередь из-за странного этого принципа соответствия, этого эквивалентности гравитационно-инертных масс. А так на самом деле удивительно, потому что для протона электромагнитная сила взаимодействия, например, на 38 порядков больше, чем гравитационная. Это очень странно и это очень подозрительно. Может ли природа использовать принципиально разные механизмы для разных типов взаимодействий? Ну вот хотелось бы, чтобы был один механизм, но пока у нас этого нету. Игорь, ребята, просто при падении в черную дыру после пересечения горизонта событий точка становится не сингулярность окружающего пространства, хорошо показано в массовой культуре в интерстеллах. Ну, может быть, да. А окружающее пространство, да? Ну, наверное. Чем ниже тяготение или все же сила тяжести, тем медленнее течет время на планете? Да, то у планет с низким таким показателем будет сильная эрозия? Не знаю, наверное, будет. Что красивее и проще, единое плоское пространство-время с различными полями или искривленная геометрия для каждого гравитационного источника? Ну и то коряво, по-моему. Почему черные дыры не существуют? Там же этот красивый 3D рендер несколько лет назад показывали. Это фальсификация, непонимание, ученый изнасиловал журналиста. Но мы же эту ситуацию разбирали, помните, да? Как давался снимок. Во-первых, это не черная дыра, это ее окружение. Да? А потом, как он делался, этот снимок. То есть у тебя есть какой-то набор пикселей. Большой набор пикселей. Ты начинаешь делать из него фотографию. Ты высказываешь гипотезу. Допустим, говоришь, что он имеет сферическую форму.
и накладываешь, вычисляешь корреляционные функции. Или говоришь, что там есть 3 лепестка. И так далее, и так далее. И вот ты устраиваешь такой ряд некоторых гипотез, так называемая байесовская наука, и начинаешь вычислять между ними корреляцию. По-моему, третья по порядку, как раз 3 лепестками, она еще на этой самом начале была отброшена. А может быть, она 4-я была по значению. Она вот какие-то ты отбрасываешь, а какие-то ты делаешь их более значимыми. И тем самым у тебя собирается как вот фоторобот преступника по описаниям, по корреляционным функциям. Некая фотография. Ее начали выдавать за фотографию черной дыры. Она не фотография черной дыры. Она ее фоторобот. И это фоторобот этого каких-то там этих вещей, то есть плазменных потоков, которые окружают будто бы черную дыру. Вот у нас в нашей галактике в Млечном Пути черная дыра, так называемый стрелец А, она спокойная, ее что-то ничего не окружает, что-то на нее не падает, и она совершенно не светится. Будто бы излучает в радиодиапазоне. Но найти ее точное место никто не может, потому что она вот какая-то другая. А там вот что-то такое странное. То есть понимаете, да, что мы имеем не фотографию, мы имеем фоторобот, потом достаточно неудачный фоторобот. Такая вот история. Да, если есть единица, точка опоры. Не является спор между ОТО и РТГ спором между платонизмом, реальность математических структур, и аристотелизмом, реальность физических субстанций. Ну, не знаю, честно говоря. Я не вижу спора между ОТО и РТГ. Ввиду незначительности РТГ на фоне ОТО. Ну, не может там комар спорить со слоном. Ну, о чем он может спорить? Это просто как Зюзя и Чубайка у Пелевина. Несмотря на то, что Лагунов академик там, и член ЦК. Зюзя и Чубайка. Один какие-то аргументы приводит, а второй просто отмахивается и говорит, да, оставьте это ваше, и все. Ну, там была проблема, что тот, кто отмахивается, был хорошо одет, у него были зубы белые, блестящие, а тот, который что-то там, аргументы какие-то развивал, он был одет плохо, и зубы у него были гнилые. Вот, соответствующим образом, там возникла проблема. В гравитационном поле первично искажает ход времени, а наблюдаемое искривление пространства из рассинхрона времени на расстояние тела, то есть просто дефект измерения, а не свойства. Так вот, нигде не наблюдается искривление пространства. Покажите, где оно наблюдается всерьез. Нигде. Нет такого эксперимента, который бы нам говорил об искривлении пространства. Замедление времени, да, есть такое. И ускорение времени, это есть, это действительно наблюдают. Но вот чтобы оно было кривое пространство, это никто никогда не наблюдал. Таких нету наблюдений. Так у тебя разную скорость времени и в этом, и специальная теория относительности предсказывает. А если туда влепить еще принцип эквивалентности, то тогда будет становиться понятно, что если у тебя есть гравитация, значит у тебя система не инерционна. Раз она не инерционна, значит у тебя время идет иначе. Это так как раз наблюдалось многократно. Джеймс Веб. Как гравитационное поле первично искажает ход времени. А наблюдаемое искривление, так, это я уже читал. Как энтропийная теория гравитации объясняет искривленное движение света? Ну вот, наверное, тоже вот тем следующим, что движется свет в
в плоском пространстве, но именно по таким траекториям, энтропия которых максимальна. То есть из всех систем, значит, свет выбирает движение с максимальной энтропией. Вот это так. То есть вот такой эффект. Он может быть и по прямой пошел, но получается, что ему выгоднее двигаться с максимальной энтропией. Вот таким образом. Так объясняет. Что думаете о нашей науке на сегодняшний день? Мы стремительно развиваемся, не стоим, или развитие идет, но медленно? Ну, наверное, развитие как-то идет. Вот. О нашей науке, это о российской. Нет, так весь мир развивается как-то очень странно. То есть у нас есть рост, технологический рост есть, и есть рост в одной-двух областях, при этом достаточно быстрый. А то, что было раньше локомотивом, то есть физика, оно вот так стагнирует тихонько там. Даже не кризис, а просто застой. То есть, если был бы кризис, это было бы даже лучше. А у нас застой. Вот 110 лет ни одного практического этого приложения правильного. И Википедия, по крайней мере, начиналась раньше, что это самая великая теория в истории физики. А наклоны — это вихри в эфире, и ни одно из другого. Кстати, тогда сила инерции — это сила сопротивления эфира как идеальной жидкости. А закон инерции объясняется парадоксом Даламбера. Да, что за парадокс Даламбера или Доппера, я не знаю. Вот. Ну да, может быть, сила инерции — это сила сопротивления эфира. Но они, видите, не зависят от формы тела, они зависят от чего-то другого, то есть от массы. Ну, может быть, действительно оно такое решетчатое, оно как бы протекает, решетка разной глубины, точнее, разные дырки в этой самой решетке. Там, где дырки большие, там свободнее движется. А там, где дырки в этой среде маленькие, он сквозь эфир течет сложнее. Ну, как-то так. Поле меняется при разных относительных скоростях. Изучая электродинамику, в этом убеждаемся. В гениальной формуле Эйнштейна скорость света неизменна. Постоянно Эйнштейн сообщил нам, что энергия – это масса. Ну, в специальной теории относительности. А в общей теории сказал, что вообще непонятно, что такое энергия, непонятно, что такое масса и прочее, прочее. Спасибо большое за стрим. Да, пожалуйста. Всем крепкого здравия, вдохновения, взаимопонимания, мирного неба и, конечно, денежек побольше. Берегите себя и близких. Спасибо. Однажды прикольнуло, как эффект Саньяка, по сути, отвергающий СТО. В физике доказывается, как доказывающий СТО. Ну вот да, я показывал эту статью, так до конца в ней не разобрался, потому что так сложно там объяснять через СТО. Потому что первая интуиция, когда знакомишься с эффектом Саньяка, что он опровергает СТО. А вот была вот эта статья об успехах физической науки, к которой мы всегда апеллировали, что он там как-то там на самом деле это СТО он подтверждает. Интересно, почему? Потому что бросается в глаза вот это его... Ну, удивительно на самом деле. Так и есть. Но свет фундаментальный, трудно воспринимается. Вот через эфирную теорию эффект Саньяка на пальцах там одной формулой объясняется. А там какие-то построения СТОшные сложные. Ну вот, я хотел разобраться, но так и не разобрался. Джеймс Свет. Свет не движется искривленно, он движется прямолинейно. Это аксиома, как и скорость распространения информации в пространстве. Прямолинейное распределение света – это интеграция на расстояниях от него. Ну, непонятно. Мы хотели об этом поговорить, но не поговорили. Формула Эйнштейна – это формула потенциальной энергии. Думаете? Взнос участников внесен в системы СБ. Ну, наверное, просто до меня не дошло пока. Сейчас посмотрим. Да. Это минимальный донат, может быть, это ваш был. Не является РТГ синтезом в диалектической триаде. Ньютоновская механика, тезис, антитезис, РТГ синтез. Не знаю. Опять-таки, они по значению очень разные. РТГ Камах, незначительный Камах,
который вот-вот умрет от старости, и ничего от него не останется. Не ведет ли математизация пространства и времени к пифагорейской мистике чисел? Ну, хотелось бы. Хотелось бы еще в пифагорейской мистике чисел разобраться. Кроме этого, цвет – точка опоры. Ну, наверное, да. Энергия – это масса, но чтобы измерить массу, нам нужна точка опоры, которую мы прикрепим безмен. Да, нужен. Безмен здесь самое главное. Совместима ли геометродинамика с принципом материального единства мира? А что такое геометродинамика? Что под этим подразумевается? Я не понимаю. А так, да, материальное единство мира важно. Потому что никому не нравилось, что как бы материя сама по себе, а пространство и время само по себе. Когда Эйнштейн сказал, что это как бы они между собой связаны, это было большое облегчение для всех. Можем ли мы интуитивно понять искривление того, что является условием всякой интуиции? Наверное, не можем. Любопытно насчет Зюзи и Чубайки. Только вчера закончил перечислить числа. Ну вот числа, на мой взгляд, это один из самых удачных этих повестей Пелевина. Ну вот так, по факту. Игорь, верно, нужен сенсор, который может показать искривление пространства в текущей точке, а его пока нет. То косвенная интерпретация на расстоянии в миксе с принципом наименьшего действия. Да, наверное. Вот. Нужен, но никто не видел кривого пространства. Заголовок, ну по-настоящему, там что-то свет отклоняется, еще что-то, но все по мелочам. Даже не удается доказать, что гравитационные волны это гнущееся пространство. Не удается. Заголовок: в России грядут масштабные перемены. Зачем корпорация Шувалова вербует инвест-управляющих для регионов? Может быть, посмотрим, что будет. Может быть, действительно решили пойти по китайскому пути, то есть за счет высокой активности Центробанка, который напрямую будет или через Банк реконструкции и развития, который, кстати, Шувалов возглавляет, да, ВЭБ у нас же это, по сути, такой специфический орган, как Банк реконструкции и развития российский. Вот. Через ВЭБ, да, будет напрямую заниматься инвестиционной деятельностью. Ну, может быть, мы для этого уже созрели. Может, мы к этому готовы уже. Это было бы очень хорошо. Когда мы можем за счет активности веба, да, например, осуществлять какие-нибудь инфраструктурные проекты сумасшедшие. Ну вот как в Китае, да. Искривления наблюдают ученые в их экспериментах. Не только время меняется, а именно пространство и время, они взаимосвязаны обратными пропорциями. Астрофизика, в принципе, не пропорциональна человеку, а на масштабах больше галактических непропорциональность зашкаливает. Мы же не измеряем свой рост в микрометрах. Да, наверное, не самомасштабно, да. Ну, вот в этом и возражение Канта, да, что мы вступаем, беря такие большие масштабы, что мы вступаем в область противоречий, то есть в область антиномий. Потому что мы привыкли оперировать с подручным миром. И разработали для него свой некий априорный аппарат. Когда мы этот априорный аппарат засовываем во что-то невообразимо большое и далекое, то у нас возникают противоречия, антиномия. И наоборот, с космосом и Вселенной лезем со своим человеческим масштабом. Ну, лезем, так неудачно лезем. Интерферометры показывают. Вы что уж. Да, интерферометры показывают, конечно. Является ли математическая структура пространства времени платоновской идеей или аристотельской формой? Не знаю. Боюсь, что ни тем, ни другим.
Да, искривление пространства интуитивно можно понять. На горизонте событий черной дыры, когда ее поверхность становится плоскостью, притом конечной. Наверное. Кварцевые часы были запущены пиндосами в 1969 году. Миссия Тимейшн. Никакого изменения хода времени на них не было обнаружено. Ни искривления пространства, ни времени не наблюдается. Ну вот я бы почитал, да, на самом деле, об этом бы подробнее. Я слышал, что одни часы квантовые замедляются, а кварцевые идут так же. Я что-нибудь серьезное бы почитал. Не просто изложение какое-нибудь, а такое, что-то серьезное на эту тему. 100 опровергает СОТа, 100 для частиц без учета гравитации. Ну, для частиц, для элементарной гравитацию никто не учитывает, ввиду ее незначительности. Вы ошибаетесь. В классическом случае есть эффект гравитационного линзирования. Да, есть, конечно. Но свет и должен отклоняться Солнцем, считается. Просто эффект в 2 раза меньше, чем наблюдается. Принцип Даламбера, физики, учите гидродинамику. Если любое тело движется равномерно и прямолинейно в толще идеальной жидкости, то она не оказывает ему никакого сопротивления. Да, это странно. Как может ничто, пустое пространство искривляться и влиять на нечто, материальный мир? Ну вот как-то у Эйнштейна может. Нужен сенсор, показывающий степень постоянного искривления. Такого нет. Если вы об измерении гравитационных волн, интерферометр, то это интерференция. Никто не спорит, приемлемо ли научной парадигмы. Да, поэтому надо разбираться, что это такое. Это либо то, что Земля состоит из одного непрерывного гравитационного заряда, и тем самым это гравитационные заряды, они как бы между собой, ну вот эти массы как-то перераспределяются, колеблются в постоянном пространстве. Либо они колеблются, либо оно на самом деле пространство само гнется. Это не доказать. Что у вас гнется, среда или пространство? Может, это волна эфира была. Пошла волна эфира, допустим. Пространство не гнется, а волна в эфире есть. Например. Если собрать много зеркал в одном месте, можно ли перегрузить матрицу? Ну, думаю, нет. Вам не дадут столько собрать. Через ничто, проходя, свет искривляется. Мы-то привыкли видеть только искривление в среде при изменении плотности. Может быть. Такие вот дела. Такие дела. Ну все. Вот поговорили о некоторых аспектах общей теории относительности. Если все физические эффекты можно получить из РТГ, ну там есть тоже проблемы свои. Работающие, например, она не может объяснить ускорение расширения. Работающие в плоском пространстве Минковского с реально физическим полем, то какова онтологическая необходимость в искривленном пространстве времени? Ну вот не может. Ну и это не могло, пока мы туда лямбду не запихали. Могу рассказать эфир гидромическую модель инерции. Это интереснее Магнитского и Лосенца. Ну, наверное, расскажите. Это игрок может рассказать. Игрок. Кто такой игрок? Ладно, спасибо. Ну, расскажите, да. Ну все, отключаюсь. Спасибо.